это, мать его, произошло? Разрабы выкатили 3-минутное видео в 22:50. Объяснять, что и откуда, времени нет, поэтому для всех желающих вот ссылочка на мой ролик, в котором я подробно рассказал об анонсе. А сейчас мы в деталях разберем все, что нам показали. Начинается видео с забавной нарезки, в которой главы разработки читают гневные комментарии фанатов. В этой части нет ничего особенного, просто студия хотела показать, что видит реакцию игроков, и она не проходит мимо нее. И самое забавное, что ребята не побоялись вставить комментарий с упоминанием выпускаемых Techland DLC. После нарезки разработчики обращаются ко всему сообществу, поэтому сейчас будет импровизированный дубляж их обращений. Эй, у нас есть сообщение для вас. Мы понимаем связанный с игрой интерес, ведь вы действительно хотите, чтобы Dying Light 2 была так хороша, как вы себе представляете. И, возможно, вы немного нетерпеливы, ведь вам слишком долго пришлось ждать новостей и апдейтов. Это огромный и сложный проект, поэтому нам нужно время, чтобы он действительно соответствовал нашему видению. Все мы вкладываем свои сердца в создание игры, в которую вы будете играть на протяжении многих месяцев. Мы будем готовы рассказать о проекте очень-очень скоро, и тогда всей команде понадобится ваша поддержка и доверие, ведь именно это мотивирует нас. Особенно сейчас, когда обстоятельства сильно давят на всех. Мы гордимся тем, что у нас есть такое преданное сообщество, как вы, и неважно, как оно выражает свои чувства. А сейчас, специально для вас, у нас есть небольшой фрагмент того, что вас ждет. Пожалуйста, подождите еще чуть-чуть, оставайтесь с нами и берегите себя. Спасибо вам. Очень трогательно, правда? Techland умеет делать такие речи, они у них получаются очень честными, что ли. Но все сказанное мы обсудим чуть позже, ведь сейчас нас ждет самое вкусное – геймплей. По сути, ролик всего на 20 секунд, но тут много всего интересного. Начнем с первых сцен. Эйден и некий персонаж паркурит по крышам затопленного района из демо 2018 года. За пару секунд можно еще раз разглядеть мега крутые анимации паркура, но больше вопросов вызывает эта фигура. Как вариант, во второй части разрабы смогли реализовать погони, и это NPC, который либо бежит от Эйдена, либо его сопровождает. Но также возможно, что здесь нам показывают режим кооператива, и этот паркурщик второй игрок. Если со стороны анимации вашего компаньона по сессии теперь выглядит вот так, то Techland мое почтение. Далее нас переносят во дворы, в которых Эйден сталкивается с двумя бандитами, пока что неизвестной нам фракции, для членов которой характерны черные маски. Механика парирования, а также механика вывода из блока нам уже была знакома, но в этом фрагменте есть несколько интересных деталей. Во-первых, обратите внимание на руку Эйдена. Да, система смены одежды останется, и я почти полностью уверен, что ее углубят. Еще давно Techland говорили, что во второй части акцент будет сделан скорее на прокачке экипировки, чем самого персонажа. Так что вполне может быть достаточно глубокая система кастомизации одежды, по типу, например, Far Cry. Также посмотрите на них. Шипы вернутся во второй части, как это прекрасно. В следующих сценах, как я понимаю, мы видим фрагменты сюжетных миссий. О них сложно что-то сказать, разве что эти ребята напоминают двух бандитов из самого первого геймплейного показа на E3 2018. А вот уже на следующем фрагменте мы видим новый вид зомби. На его спине располагается странный нарост, чем-то напоминающий корни деревьев. И что-то мне подсказывает, что это будет второй по счету класс зараженных, не считая разрушителя, использующий дистанционные атаки. Далее мы видим обычного Кусаку, а в конце появляется прыгун. И судя по этому фрагменту, хоррор из игры никуда не уйдет. В самом конце разработчики пишут: оставайтесь на связи, а также демонстрируют припадок Эйдена, ведь, как вы помните, без антизина и ультрафиолета главный герой может обратиться. Завершает показ надпись 2021. Под конец ролика разрабы напоминают, что все интересующие по игре вопросы можно задать в Дискорде, и на них постараются ответить. Вот и все. С одной стороны, получилось неплохо, обращения и геймплей крутые, но с другой стороны, сообщество явно ждало большего, так что в прошлом ролике я, к сожалению, оказался прав. Касательно самого геймплея, ролик почему-то в 1080p, поэтому в полной мере ощутить различия в графике с демо 2018 года я не могу. Но, по-моему, проект до сих пор выглядит офигенно. Плюс геймплей, похоже, является нарезкой из достаточно продолжительного куска игрового процесса, так что, думаю, относительно скоро нам покажут полноценную версию. Касательно даты в самом конце, я не особо верю, что это именно год выхода. Думаю, это просто сигнал, говорящий о куче новостей и подробностей, которыми с нами поделятся в этом году. В целом, мне очень понравилось увиденное, жду новых подробностей, уж
лучше так, чем повторить судьбу Киберпанка. Кстати, на фоне анонса разработчики ответили на несколько важных вопросов в Твиттере. Подробно с их переводом вы можете ознакомиться в Dying Light 2 комьюнити, ссылочка на который в описании. Ну а если кратко, то разработчики признают, что просто анонсировали проект слишком рано, из-за чего происходит такой бред со сроками. Старые виды зомби точно вернутся, но с некоторыми изменениями, а также появятся совершенно новые классы зараженных. Но самое обидное, что персонажи из первой части не вернутся в сиквеле, но будет множество отсылок. Возможно, это сказано в избежании спойлеров, но как минимум Толга и Фатин обязаны совершить свое камео, если все же смогли сбежать из Харана. Из важного это по сути все. Спасибо огромное за просмотр, обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Я стараюсь ответить каждому, ведь дискутировать с вами очень интересно. Также не забывайте про 2 лучших паблика по Dying Light ВК. В официальном сообществе можно найти полностью переведенный ролик, а в Dying Light 2 комьюнити вышеупомянутый пост с вопросами. Оценивайте видео, не забывайте делиться им с друзьями и обязательно подписывайтесь, это будет моей наградой за оперативность. Совсем скоро нас ждет очень много крутых новостей. Спокойной ночи и удачи!